Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Александр, цены на природный газ улетят до небес, если запретить гидроразрыв пласта, считает Тоби Ройс, возглавляющий компанию EQT, занимающийся бурением сланцевых пород. В 2019 году Камала Харрис выступала против бурения на морских участках и гидроразрыва пласта, что позволяет предположить, что она будет противником нефтяной промышленности, если выиграет выборы, пишет Bloomberg. Что вы на это скажете? Я скажу, что буквально на днях вышел прогноз Goldman Sachs, в котором лейтмотивом было следующее. Независимо от того, кто станет президентом, и дальше прогноз по добыче углеводородов на территории США, но там в основном они касались нефтяного вопроса, но в данном случае для нас не принципиально про нефть или про газ мы говорим, потому что основной прирост добычи и нефти, и газа в Соединенных Штатах последние 15, даже 16 лет обеспечиваются за счет бурения на сланцевые углеводороды, давайте для простоты так это назовем. Вот. И первоначально это была добыча сланцевого газа года с 2007-2008 это направление стало активно развиваться. Так-то оно развивается еще с 80-х годов, как минимум, по крайней мере, вот современный этап, на который предлагают обращать внимание американские исследователи, он начался еще в 80-е годы, но тогда это было, нерентабельно и тратах на добычу сланцевых углеводородов вообще и газа в частности. Добывать было нерентабельно, но как бы люди продолжали работать, исследовали этот вопрос и добились некоторых результатов, вполне позитивных, уже в нулевые годы. И с 7-8 года добыча сланцевого газа стала расти. Собственно говоря, сланцевый газ относится к категории нетрадиционных ресурсов. Я понимаю, какие сейчас шутки пойдут в комментариях. Давайте я сразу скажу, это не смешно, ну вот такой термин, дорогие друзья. И если мы говорим про газ, если мы говорим про нефть. Исследования в области вот этих неконвенционных или нетрадиционных запасов ведутся в разных странах, в нашей в том числе, поэтому, вот именно поэтому не смешно. С конца нулевых годов это направление стало развиваться. В 2011-2012 годах добыча сланцевого газа столкнулась с большим кризисом. Ну, подробнее об этом можно посмотреть на канале Инфотек. Я записывал про сланцевую добычу отдельное видео. Там в рамках большой темы про энергетические кризисы. В общем, все подписывайтесь, переходите, смотрите. А пока замечу, что из этого кризиса 2011 года выбраться помогла сланцевая нефть, которую активно стали разрабатывать года с 2012. Добыча сланцевой нефти стала расти, она достигла порядка 2/3 от совокупной добычи сырой нефти в Соединенных Штатах Америки уже к 2015 году. Потом сказались последствия кризиса 2014 года, добыча стала падать, потом она стала восстанавливаться, потом пришел ОПЕК+, и ситуация на рынке нормализовалась. Добыча в Соединенных Штатах стала расти удвоенными темпами. 2 миллиона баррелей в сутки в 2018 году добыча приросла на 2 миллиона баррелей в сутки, если мы говорим про сырую нефть и так далее, и так далее, и так далее. То есть, так или иначе, весь рост добычи нефти и добычи газа, то есть углеводородного сырья в Соединенных Штатах связан с сланцевыми углеводородами, со сланцевой добычей. И на данный момент ситуация радикальным образом не изменилась. Если вы хотите увеличивать производство, вы должны в первую очередь обращать внимание в Соединенных Штатах на сланцевые плеи, как это называется, ну или сланцевые месторождения, если так более понятно выразиться. Поэтому, действительно, если бы вдруг кто-то сказал, что нужно запретить гидроразрыв пласта, это бы сказалось крайне негативно на добыче углеводородного сырья в Соединенных Штатах, это бы сказалось на всем мировом рынке. И тут я предлагаю еще раз посмотреть 2011 год, где, как я уже сказал, был кризис сланцевой добычи, но почему-то весь мир этого не заметил. Ну, во-первых, весь мир не заметил, потому что и без того на тот момент был кризис, из которого только-только начали выкарабкиваться. А с другой стороны, нету мирового рынка газа. Как бы странно это ни прозвучало, но постоянные наши зрители в курсе. Если вы все еще не постоянный зритель, подписывайтесь и становитесь таковым. Мы будем периодически к этой теме возвращаться. Нету мирового рынка газа. Есть крупные региональные рынки. Да, разумеется,
если мы посмотрим на ситуацию в развитии, мы увидим, что европейский рынок и азиатский рынок уже действуют как некий сверхрынок, то есть крупный евразийский сверхрынок, где одна часть зависит от другой, и постоянно цены колеблются в взаимной зависимости. То есть чем рынки-то характеризуются? Вот наличие рынка или отсутствие рынка? Примерно одинаковые цены. Вот и там, и тут. Так вот, нету мирового рынка газа, и поэтому кризис в Соединенных Штатах не сказался тогда на всем остальном рынке, на всех остальных странах. То есть не произошло такого, что вот этот кризис как-то выплюснулся и сказался на ценах в Европе, в Азии, там, в Латинской Америке, где-то еще. Это была чисто локальная вот история для Соединенных Штатов, ну, может быть, еще для Мексики, ценообразование, которое связано с ценообразованием в Соединенных Штатах. Вот. А при этом нефтяной рынок мировой, поэтому любой кризис в любом крупном регионе вот, мира, связанный с нефтью, переизбыток предложения, нехватка предложения, сказывается на всем рынке вообще. Вот это мы увидели в 2014-2015 годах, когда избыток предложения ударил по мировым рынкам, а то, знаете, бегают люди, говорят, вот, если бы в 2014 году вот, не было того-то, того-то, у нас бы не было кризиса. Да-да, дорогие друзья, потому что избытка предложения на рынке нефти не случилось бы, в Соединенных Штатах вдруг остановили рост добычи, не было бы мирового кризиса на рынке нефти 14-16 годов, ну, кризис длился с 14 по 16 годы, вот, пик кризиса пришелся на 15 год, вот этого не было бы и в 20 году, и в 21 году, в 22 году кризисов не было бы, потому что вот все вращается вокруг Российской Федерации и ее взаимоотношений с соседями. И поэтому на мировых рынках, да вот на рынках всех остальных стран никаких бы телодвижений, которые бы приводили к мировым кризисам, не происходило бы. К чему я, собственно говоря, веду? Ну, кроме совершенно очевидного, что в любом случае кризисы были бы, как, кстати, 2009 года кризис. Вдруг кто-то, знаете, старшего поколения нас смотрит и помнит еще чудесный кризис 2009 года, как тут все накрывалось медным тазом, как все бегали с выпученными глазами. Как вот, ну, просто казалось, что ай-яй-яй, потому что что? Включенность в мировую экономику, в мировой экономике кризис, и у нас тоже кризис. Казалось бы, что мы такого сделали? Ничего, включенность в мировую экономику играет роль. Вот. И здесь мы приходим как раз к Камале Харрис. Ну, мало ли, что она говорила в 2019 году. Запретить гидроразрыв пласта сейчас в Соединенных Штатах Америки, а именно на технологии гидроразрыва пласта и горизонтально направленного бурения, базируются успехи сланцевой нефти и газодобычи. То есть, если вы запрещаете технологию гидроразрыва, вы запрещаете добычу порядка 2/3 своей нефти. Сейчас уже даже, наверное, больше 2/3, ну, знаете, 2/3. Ну, вот вы добываете 13 миллионов баррелей в сутки, 13% от общей добычи в мире. И тут вы говорите, все, мы 2/3 от этого объема выбрасываем. Вот не нужна нам эта нефть, потому что мы очень зеленые, судя по всему. И хопа, мир не досчитается более чем 8 миллионов баррелей в сутки. Это только про нефть. А учитывая, что за последние годы, за последние лет 8, влияние американского рынка на мировые рынки газа, на мировые рынки я для простоты говорю, потому что, еще раз, мирового рынка нет. Но влияние американского рынка на европейский и азиатский выросло. И влияние азиатского и европейского рынков на американский внутренний рынок тоже выросло. Поэтому если сейчас в Соединенных Штатах сократится добыча газа, а она не просто сократится, она рухнет. Вы понимаете, вы добываете там 900 миллиардов кубических метров газа в год. И хопа, 2/3 этого объема как не бывало. А у вас за прошедшие лет 15 практически удвоилось потребление газа для производства электрической энергии. Вы увеличили экспорт в Мексику, вы увеличили по трубопроводам. А то у нас все знают теперь, что СПГ-заводы надо строить, а трубопроводы строить не надо. Что вы связываете себя с конечным рынком? Расскажите в Соединенных Штатах Америки об этом, о своих чудесных открытиях в области экономики. А то, знаете, они не в курсе, они трубы в Мексику строят и продают туда газ. Дурачки, правда? Из Канады у них тоже трубопроводы построены. Нет, чтобы СПГ-заводы строить, да?
Так вот, СПГ-заводы тоже остановятся, потому что, ну а вы что вы будете отправлять с этих СПГ-заводов? Ах нет, они не остановятся, скорее будет выгребаться газ с внутреннего американского рынка, будет отправляться на экспорт, внутренние котировки будут расти, будет действительно чудовищная ситуация для внутреннего рынка, для потребителей электрической энергии, для производителей электрической энергии, для экспортеров газа, для внешних покупателей газа наступит кризис, потому что, хопа, и у вас 120 миллиардов кубических метров газа вдруг не станет. Ну, то есть, с одной стороны, вы можете выгребать все с внутреннего рынка США, но внутренние котировки будут расти, и, соответственно, вывоз этого газа будет приносить вам убытки. И тут уже вопрос, вам надо остановиться и ничего не вывозить, и продолжать платить заводам, которые обеспечивают сжижение газа. Вам надо будет им платить за сжижение, несмотря на то, что вы не будете ничего сжижать. Это один уровень потерь. Другой уровень потерь, если вы по высоким внутренним американским ценам этот газ будете брать, сжижать и экспортировать куда-то еще. Это другой будет уровень потерь, а с другой стороны, может, его и не будет. Этих потерь может и не будет, потому что, представьте, в мире не станет еще 100 миллиардов, 120 миллиардов кубических метров газа. Будет дефицит. Цены взлетят вверх, и поэтому рост цен внутри Соединенных Штатов очень, кстати, обрадует угольщиков, которые скажут: ура, ну наконец-то уголь будет нужен, и вновь заработают в полную силу угольные электростанции, даже, видимо, закрытые угольные электростанции, которые уже не работают. Нет, наверное, так не получится сделать, но какие-то угольные электростанции увеличат производство электрической энергии в Соединенных Штатах, компенсируя частично выпадающие объемы газа. Ну, вдруг вот он исчезнет. А значительные объемы газа будут вывозиться, потому что цены в мире взлетят вверх на фоне дефицита. То есть давайте еще раз обрисуем эту ситуацию. Камала Харрис приходит, говорит: все, гидроразрыв пласта запрещен везде. Прекращается добыча на подавляющей части газа, который добывается в Соединенных Штатах. До 2/3 газа просто исчезает. 900 миллиардов. Ну, там более 900 миллиардов. Ну, упростим. 900 миллиардов вы добывали. Из этого объема 600 миллиардов исчезло. Большую часть этого газа вы потребляли внутри самих Соединенных Штатов Америки. То есть вы потребляли в первую очередь для производства электрической энергии, вы потребляли для нужд нефтепереработки, для нужд химии, для нужд металлургии и так далее. Газ дорожает, остатки газа пытаются выгребать все, соответственно, за этими объемами начинает гоняться, цены растут. Но так как Америка является источником газа для ряда крупных потребителей, возникает дефицит в Азии, возникает дефицит в Европе, возникает дефицит в Латинской Америке, и в ряде других регионов мира тоже возникает дефицит. Цены взлетают в Азии, в Европе, в Латинской Америке, еще в ряде регионов, включая Австралию. Причем тут Австралия, она же вроде экспортирует газ, да, но там тоже замечательное рыночное ценообразование, биржевое, прошу прощения, ценообразование, не будем использовать термин рыночный, биржевое ценообразование, вследствие чего внутренние котировки тоже вырастут, и цены на газ и электрическую энергию для внутреннего потребителя тоже взметнутся вверх. Ну, а тем более будет повод вывести побольше газа. Ну, насколько, в принципе, это будет возможно сделать. Потому что цены везде взлетели, надо быстрее продать. И продать как можно больше. Что будет дополнительно давить на американский рынок, потому что, по сути, у вас взметнутся цены, так как у вас внутреннее ценообразование биржевое, ну, тот самый Генри Хаб в первую очередь вспоминается, у вас взметнутся котировки, а так как еще часть этого газа будет выкупаться для того, чтобы его экспортировать, чтобы заработать на рынке Азии, на рынке Европы, где цены, скорее всего, будут выше, и то не факт, но, допустим, будут выше, чем в Соединенных Штатах, значит, дополнительно будут котировки расти у вас, а если в какой-то момент экспорт газа станет с вашей территории невозможен, это ударит дополнительно по внешним рынкам. Да, я тут важную оговорку не сделал. В любом случае экспорт сократится. То есть, если котировки взметнутся вверх в Соединенных Штатах, часть поставок станет невыгодна. А если поставки опять станут выгодны за счет роста на внешних рынках, то значит просто в Соединенных Штатах на внутреннем рынке еще вырастут котировки и опять сделают их нерентабельными. И вот эти качели будут продолжаться до тех пор, пока у вас не рухнет потребление газа внутри Соединенных Штатов, пока не рухнет потребление газа в ряде крупных регионов мира, и так далее.
Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, на фоне достаточно серьезных разговоров о блокировке YouTube предлагаем вам подписаться на наши телеграм-каналы на Геоэнергетика Инфо и Александр Фролов. Ссылки будут в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации на YouTube. Спасибо, до новых встреч. Ну да, действительно, раз YouTube скоро замедлят, заблокируют, что-то такое произойдет. Телеграм-канал «Нефтегазовая игра», мой персональный. Подписывайтесь, буду благодарен. Все, на этом. Всего хорошего, до свидания.